Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. С чем она осталась? Как всегда, настраиваемся на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, в каких энергиях сейчас вы находитесь. Вот знаете, вы спите и видите рядом другую женщину. Вот вам хочется, знаете, вот новых отношений, новой женщины, вам хочется новой истории любви. У вас была семья, была любимая женщина, но сейчас вы в мечтах совершенно о другой женщине. Причем вы даже, знаете, вы, может быть, верите вот сознательно или подсознательно, но вы верите в то, что вы все-таки встретите такую женщину. Вот рано или поздно, и вы ее встретите. Вы уже, знаете, вы не грустите до такой степени, как это было раньше. Да, у вас было разбитое сердце. Вам было довольно плохо от того, что ваша любимая женщина причинила вам боль. У вас был такой период злости, безумнейшей злости на свою женщину, да, который, может быть, даже у некоторых до сих пор не прошел. Но все-таки вы уже как-то с надеждой на будущее смотрите. Вот вы уже, знаете, пусть даже пока может быть мысленно, но вы настроились уже на новую жизнь как-то, на новые отношения, да. Кто-то, может быть, из вас уже ищет новую женщину, кто-то пока еще как-то колеблется, не знает просто где и как лучше знакомиться, да, вот, может быть, более робкий, стеснительный быть, да, но все-таки вы уже как-то настроены на позитив больше. Если раньше вы были больше на негатив какой-то, да, вот злость, недоверие, всех женщин ненавижу и все так далее, да, сейчас как-то вот вы немного подуспокоились. Итак, какая женщина пришла к нам, о ком мы будем сейчас смотреть? Так, женщина, мы посмотрим потом, с чем она осталась, да? Женщина, которая, вот знаете, она тоже, в общем-то, стоит на краю вот какой-то своей новой жизненной вот строки, что ли, вот как-то вот новый жизненный этап у нее начнется. Эта женщина вообще большая манипуляторша по жизни. Да, она красивая и ухоженная, но она очень любит командовать по жизни. Она очень любит, чтобы все было так, как она сказала, да. Вот она, знаете, она любит красиво и комфортно жить. Но сейчас у нее жизнь так степенно течет. Я не могу сказать, что она прям в полном шоколаде. Нет. Эта женщина, кстати, не раз порывалась вам написать, может быть, или позвонить, но как-то вот в последний момент она вот себя останавливала, потому что, ну, как бы женская вот эта гордыня, да, вот корона это, она все равно не дает покоя. Так, с чем она осталась, да? Давайте-ка посмотрим, с чем же она еще осталась. Я не вижу прям супер-пупер жизни у нее. Она, вот знаете, она сейчас, вот она чувствует себя вот как-то одиноко. Вот была семья, да, вот у кого-то гражданский брак, может быть, у кого-то официальный, да, семья, дети, все хорошо было. А сейчас она вот осталась ни с чем. И она понимает, что она так одна может остаться до конца жизни. Да, было время, когда она шалила, кутила, делала, что хотела, но тот период прошел. Сейчас она не может себе позволить то, что она позволяла раньше, вот при вас даже, да. У нее нет такой сытой жизни, какая была раньше. Вот знаете, это женщина, которая, ну, она любит приврать. Вот она любит приврать, причем она вот хотела уже, может быть, даже другого мужчину как бы захомутать, да, вот женить, что ли, на себе мужчину обеспеченного, такого сильного, стабильного, да, вот. Но в последний момент этот мужчина разглядел, да, вот ее настоящее лицо, он понял ее намерения, да, вот эту вот любовь к деньгам, любовь к красивой жизни, и он от нее отказался просто. И она осталась в разбитых чувствах. Сейчас она не может найти другого такого достойного мужчину.
просто для развлечения, но это все не то, да, вот она все равно ищет, она ищет мужчину, который даст ей и деньги, и семью, и стабильность. Она думала, что это будете вы, да, что вот она будет зажигать, а вы будете все терпеть. Но нет, так не получится. Да, и не получилось, в общем-то, да. Вот она осталась, знаете, вот какая-то вот неуверенная в себе. Она помимо того, что она чувствует себя еще одинокой, да, вот такая вся несчастная, никому не нужная, вот она как-то еще и к мужчинам стала, знаете, более агрессивна, что ли. Ее очень злит то, что мужчины ее бросают, да, вот какое-то время, может быть, повстречаются, да, может, кто-то использует ее и бросают. Она даже не догадывается, что мужчины тоже, в общем-то, чувствуют. У мужчин тоже есть интуиция, да. Они тоже видят, слышат, они все понимают, да, вот как женщина относится. Потому что любящую женщину всегда видно. Видно и по отношению, по поступкам, да, не просто по словам. Можно признаться в любви, да, ничего не чувствуя. А можно не признаваться на словах в любви, но поступки говорят сами о себе, да, та же нежность, забота, внимание и так далее. Вот она этого не понимает, что мужчины это все чувствуют. Вот у нее в основном, ну так, да, любовники у нее есть периодически. Периодически вот она как бы зажигает. Причем вот она, знаете, она не брезгует и женатыми мужчинами. Вот эти вот любовные треугольники из ее жизни не уходят. Вот как это было раньше с вами, да, вот вы были участником, так сказать, этого любовного треугольника. И сейчас вот они не уходят. Она может быть даже, знаете, вот такое ощущение, что она вот даже где-то вот в компаниях, может быть, ну, где-то в таких вот местах, где много людей, да, вот как будто наблюдает, вот как охотница какая-то, да, за чужими мужчинами, за чужими мужьями. Вот она смотрит, да, вот где вот добыча, да, вот парочка, мужчина, женщина. Она видит, что, ага, допустим, он там при деньгах, может быть, на хорошей машине, там, хорошо одет, да. И бывают, вот знаете, вот такие моменты, когда люди, допустим, идут просто по улице и, может быть, ссорятся, либо же там еще какие-то хмурые. Ну, то есть она, знаете, вот она улавливает вот эти пары, которые, ну, эмоционально холодные друг к другу, что ли. Вот она вот этот вот холодок улавливает среди там, мужа и жены чужих. И как-то вот пытается знакомиться с такими мужчинами, да, вот. Она не брезгует тем, что, допустим, мужчина женат, да. У нее, естественно, это не всегда получается, но вот такими вещами она тоже занимается. Поскольку она чувствует себя одинокой и, в общем-то, стабильных отношений у нее сейчас нет, то понятно, что особого результата она не достигает. Да, можно затащить в постель человека, но чтобы вот так вот увести из семьи, ну, на это... Ну, далеко не каждый мужчина пойдет, который более-менее дружит с мозгами, да, грубо говоря. А тем более, если это обеспеченный мужчина, да, зачем ему лишняя головная боль? Зачем ему делить, разводиться, делить машины, квартиры, миллионы там, и так далее, да? Она этого не понимает, но она пытается, вот знаете, вот как она охоту выходит, вот охотница такая за мужьями. И смех, и грех, честное слово. Так, да, вот она, видите, она вот знакомится, она пошалит, покутит, а потом помахала вслед платочком, ну это я утрирую тогда, ну то есть и мужчины уходят от нее, и она только лишь остается и вот посмотреть вслед, что еще остается, идти на подвиги дальше. Ну то есть женщины сейчас очень и очень такой период, когда, знаете, вот зима в душе и гололед. Хочется влюбиться, но не в кого. Люди используют, да, везде зима, 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 личные отношения подвисшие.
Ну, то есть, ну, здесь не позавидуешь. Такая ситуация, когда женщина за что боролась, на то и напоролась, да, вот. Казалось бы, ну вот зачем было рушить, да, был любящий мужчина, да, который тебя любил, боготворил, да, все, что мог для тебя делал. Ну, для чего было вот эти все походы налево, зачем было предавать, да. Но некоторые женщины этого не понимают. Вот почему-то так думают, что вот если мужчина любит, он будет терпеть это вечно. Ну, это, конечно же, не так, потому что любому терпению приходит конец. Я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет, что любому терпению приходит конец. Даже если безумно любишь женщину, да, то все равно, ну, ты не будешь терпеть до последнего, когда от тебя вытирают ноги, когда тебе, да, вот наставляют рога, грубо говоря. Ну, то есть, ну, это такая ситуация, когда вот мужчина может уйти даже от любимой женщины. Да, это, конечно, может быть и странно звучит, но вот по своей психологии мужчины, которых унизили, да, вот ранили именно их самолюбие, вот такие мужчины, они могут уйти от любимой женщины. Да, будет больно, да, будет безумно больно, будет какой-то период ужасных страданий, да, это будет период, когда ты не спишь, не ешь, когда другие женщины вообще для тебя ну, не существуют, да, настолько тебе больно, когда ты не хочешь никого и ничего, но это переживешь. Ты все равно это переживешь, просто вот женщины, знаете, вот они обычно почему-то вот пользуются любящими мужчинами. Ну вот пользуются. Я вот смотрю, да, ну вокруг, ну такое как-то происходит в отношениях, ну просто, я не знаю, волосы просто поднимаются от увиденного и услышанного. Ну как-то вообще обесценилась семья, обесценилась любовь. Ну, как-то все корыстное вокруг. Я не знаю, люди, ну, большинство, наверное, ну, шага не ступят просто без какой-то выгоды, да. Ну, как-то вот печально тогда ситуация происходит вокруг. Хотя, конечно же, есть и позитивные люди, хорошие, порядочные. Да, их тяжело найти, но все-таки нужно надеяться на лучшее. И я верю, что и у вас, у каждого из вас все-таки наладится ваша личная жизнь. И все будет хорошо, да, вот на зависть всем врагам и всем бывшим. Что я вам искренне и желаю. Найти свою настоящую вторую половинку. А кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!